Поможет ли лечение у стоматолога избавиться от храпа? Храп не такое уж безобидное состояние, как может показаться на первый взгляд. Распространенное мнение, что храп доставляет неприятности только партнерам по постели, это заблуждение. Да, это неприятно, может влиять на отношения между супругами, даже доводить до развода. Но в целом считается, что ничего страшного. Между тем, храп является начальной стадией нарушения нормального дыхания во время сна, а также симптомом ночного апноэ. Известно, что у храпящих людей чаще развивается атеросклероз, чем не у храпящих. Чаще храпят мужчины, и с возрастом число храпящих увеличивается, но женщины тоже храпят, и даже дети. Причиной храпа является сужение дыхательных путей, когда потоки воздуха вызывают вибрацию мягких тканей ротоглотки, не имеющие костной поддержки. Например, язычок мягкого неба. Он вибрирует при прохождении потоков воздуха, раздается храп. Поскольку сужение дыхательных путей может быть связано с недоразвитием челюстей, с задним положением нижней челюсти, уменьшением объема полости рта, например, из-за глубокого прикуса, то стоматологи могут, безусловно, помочь, и они играют большую роль. Ортодонтическое лечение направлено на нормализацию положения челюстей, размера и формы челюстей и увеличение объема полости рта способно навсегда избавить человека от храпа. Другим видом стоматологического лечения является изготовление специальных внутриротовых кап, при ношении которых во время сна храп тоже исчезает. Но исчезает он только тогда, когда эта капа находится у вас во рту. Есть и хирургические методы лечения, например, укорочение удлиненного язычка мягкого неба. Подробно о храпе мы поговорим во время наших эфиров на моем канале, и, может быть, даже не одного эфира, поскольку это обширная такая большая тема, и я буду рад, если вы к нам присоединитесь. Спасибо.